Всем привет! Немножко была задержка с подключением эфира. Интернет хотел где-то гульнуть налево. Но мы его иди сюда, у нас эфир. Нехорошо. Сегодня люди ждут руну Геба. Поэтому мы договорились с интернетом. Он с нами. Я с вами. И все, кто смотрит, тоже с нами. У нас сегодня руна Геба. Партнерство. И я ее тоже так называю партнерство. Дары партнерства. Скажу вам, перед тем, как мы начнем читать руну Геба, моя интерпретация рун слегка отличается, возможно, от традиционной. Я объясню почему. Дело в том, что я руны исследовал относительно аспектов рунической сетки. Это я открываю своим студентам на курсе. Естественно, что некоторые, будем говорить, ассоциативные трактовки, они отличаются, глядя по тому, как мы изучаем прописание руны на биополе человека. Неудивительно, что слегка оно видоизменяется. То есть в каком плане видоизменяется? Видоизменяется в понимании, потому что когда прорабатываются аспекты руны в разных ее проявлениях на биополе, то начинаешь понимать воздействие на энергоцентры. Добрый вечер, Алиса. Воздействие на энергоцентры и, соответственно, действие энергоцентров как генераторов удержания поля в энергетической сетке, в матрице энергии. Она, соответственно, определяется, уточняется. Уточняется. Она уточняется и определяется, вот как Алиса меня поправляет. Она, естественно, по-другому начинает восприниматься. И тут некоторые, будем говорить, традиционные, я не хочу никого обидеть, я не буду говорить, что я правильно, кто-то неправильно, все правильно, у всех взгляд, у всех правильный. У меня просто есть свой взгляд, индивидуальный, субъективный, и я его обосновываю на основе разбирательства и эксперимента. То есть я экспериментировал с этим. Не просто так, знаете, придумал, давай-ка я попробую, а я с этим экспериментировал. То есть вот эти вот все вещи, более того, этот эксперимент, который я провел, я отдал студентов, проводя их тем же самым путем, проводя учеников, они тоже это опробовали, как говорится, на своей шкуре. Поэтому мало того, что я сам проэкспериментировал и разобрался, как руна воздействует на тонкие поля человека, на биополе человека. Почему я и назвал, кстати, руническая биоэнергетика, потому что я рассматривал не просто воздействие руны или что она может, или как там, а как она влияет на биополе человека и весь этот громадный материал. Но это еще и опробовали ученики. И это еще больше дало убеждение, по сути, экспериментальное, практическое убеждение в том, что меняется структура биополя, оно выравнивается, становится сильнее, взаимодействие тонких полей становятся более четкими, стабильными, сильными, мощными, где-то в таком ракурсе. Даже наблюдается, что у многих учеников уходят болезни, то есть они забывают, что такое простуда. Я не говорю там излечиваются, исцеляются, давайте мы не будем уходить, но уходить в какие-то мистические дебри. Но у многих улучшается самочувствие, появляется энергия, появляется некое такое вот, знаете как, ведьмовское стремление жить и творить. Вот где-то в таком плане, в двух словах. Маленький анонс. Я начал делать серию, и я планирую делать серию рунических раскладов. Поэтому приглашаю вас просматривать это видео, и чем дольше, тем лучше. Это, во-первых, интересно. Я буду давать не только расклады известные или расклады, которые я взял
может быть, повзаимствовал у других авторов, но буду и выкладывать свои авторские расклады. И я хочу сделать такой некий цикл множественных раскладов на все случаи жизни. Вот уже есть первый, это диагностика желаний, исполнится ли мое желание, и буду готовить следующие выпуски. Это у меня вот такое вот, мне что-то так загорелось, и мне хочется этим делиться. Ну, по всей видимости, нас вдохновил дорогой Ральф Блюм, потому что у него в предыдущих выпусках, кто не видел, рекомендую просмотреть. Соответственно, ставьте лайк или дизлайк, подписывайтесь на канал. Мы читаем книгу с комментариями, она вдохновительная, потому что она, например, лично меня вдохновила записывать видео по раскладам. Ну почему бы нет? Потому что иногда нужно решить какой-то вопрос, допустим, каких-то вот классических проверенных раскладов, например, нет. Ну, например. Вот. Естественно, что практики у них свои наработки, практики сами себе расклады могут сочинить. Вот. Но есть люди, которые интересуются, они владеют знаниями рун, они с ними взаимодействуют. Хотя, опять же, может быть и практикам кто-то может использовать в своей работе с кверентами, тоже могут использовать, пожалуйста. Где-то так. Ну и перед тем, как уже окончательно, чтобы, знаете как, закончить с анонсами, с новостями, скажу так, что у нас сейчас начинается как бы цикл чтений с руной Геба. Я планирую подготовить несколько вебинаров по курсам. Я пока сейчас готовлюсь к нему. То есть по заявленным 4 курсам исследования магии. Это, напомню, это магия. Вы, наверное, видели превью на канале. Постоянные подписчики. Это руническая магия, естественно. Я расскажу, как происходит обучение, что мы изучаем, без каких-то особых глубин, но более подробно, чтобы, например, вы могли как бы убрать сомнения, стоит ли прийти обучаться ко мне. Я напоминаю, 2 года обучения – это серьезный шаг. Также планируется и готовится курс, я имею в виду вебинар по картам Таро, и в данном случае Таро я беру исключительно Таро Кроули, то есть Таро Тота, магия Таро Тота. Также в процессе подготовки и будет на эту тему вебинар практики Кастанеды и ведьмы, которым особенно нравится цикл видео, который я буду готовить дальше, пробуждение ведьм, 7 часть. Там не так все быстро, как хочется. Будет тоже разработана программа, я как бы ее совершенствую. И проведен вебинар, где я тоже расскажу об обучающем курсе пробуждения ведьмы. Все это как бы я анонсирую, потому что это будет, но на все мне как бы не хватает времени, чтобы это сделать и осветить. Вот. Поэтому я готов делиться своими исследованиями и буду рад, если вы присоединитесь ко мне, и мы сможем вместе пройти тем путем. Еще раз напомню, я исследователь магии, и, естественно, делюсь не какими-то вариантами, выдернутыми с просторов нета. Я беру или первоисточник, или беру книги на эту тему, пропускаю через себя и экспериментирую, то есть практически проверяю. И только после этого я готов отдавать ученикам. Например, почему не было представлено ранее практики Кастанеды, потому что я некоторые практики проверял на себе. Почему пробуждение ведьмы не было в таком формате уже сформированном, но были просто разрозненные уроки. Кстати, вот эти вебинары, которые я монтирую в видео, они были в закрытом доступе, они тоже оттестированы. Просто надо сейчас немножко систематизировать эти знания, чтобы вы могли прийти на обучение и получить кайф просто от этих занятий. И Таро Тота, оно уже давно есть программа, есть. Просто мне нужно подготовить
презентацию. Даже где-то я делал презентацию, она может быть такая корявая, я чуть переживал почему-то. Я всегда немножко волнуюсь эфир, потому что, знаете, хочется донести максимум, то есть донести от сердца, от души. Не просто вот, знаете, поездить по ушам, рассказать что-то, что вы можете почитать, а хочется дать какую-то новую информацию, интересную, познавательную. Потому что маг, он должен отдавать от сердца. Называется от сердца к сердцу. Сердце, то есть ментал, от ментала к менталу. Тогда это будет эффективно. А если делать типа нате, отцепитесь или там еще что-то, то это не отдача, это отделаться, знаете, сделать, формально поставить галочку. Я так не люблю. Поэтому или хорошо, или никак. Вот где-то в таком плане. Ну, да помогут нам боги. Ну и ваша поддержка для меня тоже немаловажна. Нравится видео, вы знаете, что делать. Впервые смотрите это видео, вы тоже знаете, что делать. А мы начинаем чтение с комментариями. Руна Геба. И как я обещал в прошлом видео, я поставил древо Игдрексиль, для того, чтобы вы могли посмотреть связи древа Игдрексиль, потому что, читая Ральфа Блюма, я, естественно, буду комментировать свое видение и понимание руны Геба, апеллируя к древу Игдрексиль. Повторяться, что, как, зачем, я вам советую пересмотреть предыдущее видео руна Манас. Это, если я не ошибаюсь, это 24 выпуск. Ну да, 24. Я уже скоро буду... Это 25 выпуск. Так что я скоро буду уже путаться в номерах. Вот. Ну, не важно. Начинаем. Партнерство, дар, руна Геба. Излечение этой руны служит указанием на то, что в вашу жизнь вот-вот войдут некие отношения партнерства, будь то любовные взаимоотношения, отношения на почве бизнеса или иное сотрудничество любого рода. Вас предупреждают, что этот союз не должен быть чересчур тесным с вашей стороны, ведь истинные партнерские отношения могут поддерживать только самостоятельные целостные существа, которые, даже вступая в союз с кем-либо, сохраняют свою обособленность. Не забудьте оставить ветрам небес пространство для танцев между вами. Ну, во-первых, давайте вот остановимся на этой цитате, на этом абзаце. Мне очень нравится, что Ральф Блюм называет, ну, как бы намекает, что это не брак, как у нас принято русское слово, или там, а он называет это партнерство, это союзом. Это первое. Второе, то, что если союз или взаимоотношения с людьми строятся на уровне партнерства, это очень-очень замечательно. Больше скажу, даже если между мужчиной и женщиной, которые являются, например, мужем и женой, или живут, неважно, там, расписаны, не расписаны, убираем эту социальную мишуру, это как вы хотите. Самое главное, живут вот как мужчина и женщина. Он признает ее своей женщиной, она признает ее, его своим мужчиной. Вот это есть настоящее партнерство. На чем оно основывается? В северной традиции изначально мужские и женские отношения были равные. То есть и мужчина, и женщина, они были равными партнерами, согласившиеся вместе заниматься общим делом. Поэтому изначально вот эта северная такая, ну, скандинавская тематика взаимоотношений, она превалирует. Поэтому то, что именуется союзом или партнерством, является в некотором смысле и даром. И дар этот называется не то, что кто-то дар, а это называется взаимный дар, взаимное пожертвование. Кстати, руна Геба еще обозначает жертва, добровольное пожертвование. Также руна Геба указывает еще на один момент.
Дело в том, что Геба, добрый вечер, Александр, руна Геба, она еще символизирует определенную тройственность взаимоотношений. И я бы, наверное, апеллировал бы, опять же, к христианским определенным принципам, у них много чему можно научиться, где они описывают греческое понятие «любовь» 3 словами. То есть, если, например, в переводе с греческого любовь, она переводится как агапе, филио, но имеет значение агапе, филио и эрос. И естественно, что в Библии она описывается как агапе, но в русском переводе или в некоторые другие переводы даже я не лингвист, поэтому кто с лингвистикой дружит, не надо на меня замахиваться камнями, оставьте эти камни при себе. Я говорю то, что я знаю. Любовь воспринимается даже в нашем современном языке иногда как секс, иногда как люблю женщину, редко когда люблю Бога там или божество в таком плане. То есть одно слово выражает множество значений. На самом деле они разные. И руна Геба, даже прописываясь в руническую сетку, она больше похожа или показывает себя как в некотором смысле тройственная, потому что засвечиваются 3 основные узла. Это будхиал, ментал и эфир. И, соответственно, они и определяют как партнерство с богами или взаимодействие с богами, взаимоотношения с богами. А в северной традиции с северными богами взаимоотношения строятся исключительно на партнерских отношениях. Там нет такого раболепия, в взаимоотношениях с северными богами нету раболепия, как есть, например, в христианстве или в других иных течениях. То есть там прославление и так далее. Богам не нужно наше прославление, богам нужно наше внимание. Когда мы приносим богам определенные жертвы, вопрошая или призывая богов, или даже моля богов, но это самая худшая степень моления. Это, скорее всего, слово моление — это умоляться. А тут идет взывание, призыв богов. То, естественно, дары, которые мы приносим, то же самое пиво и еще там жертвы, кусок мяса с кровью, может быть. Таких, кто считает дары, и кто как устраивает ритуалы. Но мясо-то мы съедаем сами или сжигаем в костре как символ, как ритуальный символ. И напиток тоже или испиваем несколько глотков и возливаем на землю. То есть на самом деле боги ли пьют это, боги ли едят. Они находятся вне нашего восприятия. Они были людьми, они изменили свое сознание для того, чтобы не находиться в теле, но присутствовать как живые. Им, естественно, нужно что? Наше внимание, наша энергия. Не потому, что они этим питаются, а потому что они заинтересованы поднять и наше сознание к своему сознанию, тем самым усовершенствовать и свое сознание. Вот такая вот парадигма. То есть они становятся сильнее благодаря тому, что становимся сильнее мы. Поэтому основной аспект в северной традиции — это прежде всего мудрость и знание, ради которой Один готов был пойти на жертву. Он и висел на дереве 9 дней и 9 ночей, никто не питал его. Точно так же он принес в жертву свой глаз ради того, чтобы пить из источниками мира. То есть он ставит приоритет мудрости, и даже он не постеснялся, даже его Локи пристыдил, и над ним посмеивались, что он как женщинами камлал. Помните в Ведах? Он учился у Фрейи женскому ремеслу, женскому шаманизму, то, что именуется сейдом. То есть он шаман, и он практиковал сейд. То есть он ради знаний, ради познаний готов пожертвовать, в общем-то, самым дорогим. Кто из нас готов пожертвовать глазом ради получения мудрости? Понимаете, не нужно в буквальном смысле выкалывать себе глаз, но это, опять же, это тот же самый символизм, который показывает, что
мы готовы на что-то не видеть ради того, чтобы видеть что-то другое. Этому учит нас Один. И руна Геба здесь как никогда ярко показывает мудрость богов. И вот это партнерство, она где-то созвучна с руной, предыдущей руной Футарка, Ансус, которая, если брать Футарк, потому что напомню, что Блюм сделал свой порядок, он по-своему активировал эти руны, по-своему их изучал. А если мы возьмем Футарк, по которому, в общем-то, для того, чтобы стабильно изменить свою энергетику и поднять свое сознание, то это потом можно экспериментировать в разброс. А начально необходимо последовательно, это безопасно. То предшествующая руна Ансус, она где-то здесь, она где-то вмещает. Я все время повторяю своим ученикам, что каждая руна имеет часть другой руны. Если мы рассмотрим глубинно, начнем изучать руны, мы увидим, что руна Геба имеет часть каждой руны. То есть, например, когда в мантике мы изучаем диады, на 3-м этапе обучения мы изучаем диады, мы изучаем сочетание рун. В чем особенность сочетания диад рун? Это когда мы относительно Гебы берем остальные 23 руны, оставшиеся. Геба, например, там мы берем 24 руны, Футарк, и относим Геба каждую руну. То есть получается, акцент делаем на чем? Геба, например, Феха, и мы трактуем Геба относительно каждой руны. Понимаете? Вот это очень интересные модели, особенно они помогают развивать ассоциативное мышление и понимание сочетаний диадных пар, особенно в раскладе, и мы понимаем третий фактор, проявляющийся в этих сочетаниях. Но еще дополнительно что мы делаем на 3-м этапе, на 3-м уровне, на мантике диагностики? Мы еще усиливаем понимание руны Геба, ее многообразие. Представляете, какое многообразие всего Футарка, если каждую руну изучать именно с этого аспекта? Это потрясающе. И чем больше изучаешь, тем больше попадаешь, проваливаешься в бездонную пропасть. Добрый вечер, Анна. Как всегда интересно. Супер, если интересно. Я стараюсь изо всех сил. Хочу обратить ваше внимание на руническую сетку, на руну Геба. Я сейчас попробую ее немножко увеличить с помощью своей программы. Вот, чтобы вы видели увеличенную программу. Сейчас было видно название миров. Я ее на книжечку вот так вот. Неплохо видно. Я сейчас книжечку закрою пока на время. О, как лучше. Не видно. Вернем книжечку, потому что не видно название миров. Вот где-то так. Смотрите, давайте вот так вот. Начнем с этого. Вы видите, что руна Геба связывает два мира. Это мир Альфхейм. Видите? Вот он у вас на экране видно Альфхейм и Нифельхейм. Такое переключение. То есть мы берем за основу и понимание того, что, опять же, трактуя ее относительно древа Игдрасиль, мы понимаем, что руна Геба относится к стихии воды. То есть это определенный эмоциональный или астральный аспект восприятия. То есть он имеет определенную чувственную природу. И это, кстати, даже логично, если вот брать вот такой вот момент в том, что это действительно относится к руне Геба. Теперь смотрите, Альфхейм — это мир, который символизирует руна Савилью. Она является энергетическим наполнением, то есть, иными словами, энергетическим наполнением, а Иса, символ мира Нифельхейм, стабилизацией. Таким образом, энергия стабилизации
заключена в руне Геба. Понимаете? То есть партнерство должно быть стабильным. Как вам такая трактовка? Это так, чтобы, опять же, не углубляться, потому что на курсе мы это все разворачиваем и разбираем на запчасти, анализируем и потом практикуем с этим. Но это уже дает подсказку. Альфхейм — это светлые альвы или ангелы их еще называют, да, то есть посланники, горящие, светящиеся, и Нифельхейм, мир туманов и иллюзий, стихия воды. Вот эта стабилизация энергии или постоянство энергии, или стабильность взаимоотношений перекладывается на руну Геба. Помните, что руна Геба еще символизируется как необратимая руна, она символизирует Асгард. Это тоже нужно учитывать. Глупо не учитывать символ этой руны. То есть Асгард — это высшее понимание. Поэтому, скорее всего, партнерство, дар, жертва, взаимоотношения, объединение, союз и другие ассоциативные слова, относящиеся к руне Геба, они больше символизируют божественное, как эталонное значение руны Геба. Потому что партнерство и взаимоотношения наши, человеческие, мы должны выстраивать по каким? По взаимоотношениях богов, взаимоотношения с богами. Точно так же и эротические отношения должны быть в партнерстве и в равновесии. Поэтому вот эти все моменты, относящиеся к руне Геба, они по-другому ее характеризуют. Читаем дальше. В то же время есть еще одна сторона партнерских отношений, которую вам следует иметь в виду. Путь партнерства может привести вас к заключению еще более великого союза с Высшим Я. Безусловно, это тоже подразумевает подружиться с самим собой. Это как раз и есть совокупность всех трех проявлений: агапе, филио, эрос. Понимаете? Внутри убрать эти противоречия, подружиться с самим собой, быть партнером самим собой. Тут относительно того, что Блюм говорит, союз с божественным я, божественным внутренним я, познакомиться со своим внутренним Богом, это и как раз то, чему учат нас руны, и боги нас учат этому, чтобы мы это начинали понимать. Высший дар этой руны — осознание присутствия божественного во всем. Бог же всегда вступает лишь в равноправные партнерские отношения. Это меня, между прочим, вот один из аспектов, о котором пишет Ральф Блюм. Знаете как? Меня это подкупило. Меня это подкупило в свое время. Когда не вовне мы ищем где-то далеко на небесах Бога, а мы ищем внутри себя. Потому что, опять же, согласно Гермесу, что внутри, то и снаружи, то вверху, то и внизу. И подобное притягивает подобное, да, другие законы Гермеса. А в партнерстве это как раз очень здорово. Поэтому секрет партнерских взаимоотношений, особенно многие на отношения иногда грешат. Кстати, анонсирую следующий расклад. Я запланировал сделать на диагностику отношений. С любым человеком. Отношения с человеком, с мужчиной, женщиной, бизнес-партнером. Это такой маленький анонс. Ждите видео, оно в ближайшее время будет в рунических раскладах. Так вот, о чем я хотел сказать. Руна Геба как раз более всего показывает некую зеркальность. И помните, я вам говорил, что в каждой руне содержится, по сути, рунический став. Не надо выдумывать какие-то мощнявые, сложные ставы, заплетая там куда руну. Возьмите одну руну. Руна Геба. Вот вам, пожалуйста, став. Обратите внимание, две руны Кена, смотрящие друг от друга.
которое потом превращается в ингузе, плетение, результат, плоды. Мы дойдем до ингуса, еще поговорим об этом. Но в данном случае кена зеркальная и кена прямая, они что нам показывают? Они показывают, что ты находишь того партнера, который является идеальным зеркалом тебя. Если жена пилит мужа и говорит, ты такой перед такой, то жене нужно задуматься, если она, конечно, готова задуматься в этом эмоциональном состоянии, что он такой перед такой, потому что ты внутри такая. И жена пилорама, потому что ты сам внутри такой. Вот секрет еще, пожалуйста, вам взаимоотношений. Хотите наладить ваши взаимоотношения, в первую очередь нужно посмотреть на партнера как на свое отражение, не более, не менее. Конфликт внутри вас, он отражается вовне в вашем партнере. Это, кстати, я могу утверждать на практическом опыте, потому что пока я как человек искал конфликт, то не уладив конфликт внутри, то, естественно, у меня был конфликт и с партнером. А как только я убрал этот конфликт, все, агапы в жизни проявляется. И это каждый может, нечему завидовать. Знаете, вот у вас какие отношения, я там белой завистью. Ребята, не дуркуйте. Вы можете эти отношения, у вас нету пары, не вопрос. Геба вам в помощь. Создайте зеркало. Создайте зеркало внутреннего состояния, и вы получите зеркало внешнего состояния. Вы привлечете себе партнера. Понимаете? Только избавьтесь от иллюзий. Вот что, чему учит нас Вунь. Вот почему, кстати, Ральф Блюм и говорит, что самый главный союз — это сторона партнерства отношений, которую вам следует иметь в виду. Путь партнерства может привести вас к заключению еще большего великого союза с высшим Я, то есть божественным, вашим божественным. Поэтому будьте внутри богами, и вы увидите божественное вокруг вас. Я бы так еще перефразировал слова Ральфа Блюма. Так как руна Геба необратимая, и мы не будем сейчас вдаваться в глубину или падать в рассуждение, что в некоторых практических диагностиках, которым я обучаю на третьем курсе, на третьем уровне мантика диагностика, что мы рассматриваем и аспекты неактивные, или так называемые по-простому перевернутую руну. Она на самом деле не перевернутая. Мы рассматриваем аспект непроявленности. То есть аспект неактивности, оговорился, неактивности. То есть руна Геба, она неактивна. Кроме этого, если мы посмотрим на руну Геба относительно ее зеркальности, она не имеет зеркальности. То есть, иными словами, она не таит в себе непроявленных аспектов. Она всегда проявлена. Поэтому, когда кто-то скрывает свою любовь или лукавит, это ложь самому себе. Он скрывает это от себя. Потому что она не может быть скрыта. Потому что она изначально может быть открыта. И это, извините, если ваша любовь, которую вы скрываете якобы, пытаетесь скрыть, то это нечто, что-то другое, назовите его другим словом. Это к понятию любви или союзу или партнерству никак не относится. Потому что руна Геба, она открыта. И она, в первую очередь, одно из ассоциативных слов — это открытость. Открытость к партнерству. Понимаете? Вот даже мы приносим жертву богам, да, создаем дары. Мы же как должны их приносить? Ведь боги видят сердце. Если мы будем это формально делать, то мы не отдаем энергию. Это должна быть открытость, это должна быть отдача энергии. Тогда будет эффект. На дар ждут ответа. Помните речи высокого? На дар ждут ответа. Не жертвуй как попало и много. Понимаете? Вспоминаем речи высокого. Геба руна партнерства не имеет перевернутого положения. Это подтверждаю я
поскольку символизирует дар свободы, из которого проистекают все прочие дары. Ну, вот дар свободы и другие дары, естественно, что вот понимание Ральфа Блюма, оно очень грамотно. То есть я так предполагаю, что он очень крепко прочувствовал эту руну, прожил ее, размышлял над ней, медитировал, и она, в общем-то, открылась ему. Не забываем, что Ральф Блюм все-таки имеет христианское мировоззрение, поэтому его взгляд на руны это уникален. Добавлю еще, что, знаете, очень многие, когда христианство навязывалось, особенно в скандинавских странах, очень многие принимали эту философию достаточно лояльно, то есть философию, знания, они даже ходили там в церковь. Ну хорошо, молимся мы Одину, Фрик, Бальдару, Локи и так далее, почему мы не можем молиться Христу? Вот. Но вечером мы будем молиться Одину. Северная традиция в этом плане очень лояльна. Это очень закостенела каноническая религия христианства, основанная на чернокнижии. Если мы будем изучать историю, особенно православной, магической церкви, то мы поймем, откуда все эти ритуалы. Но это отдельная тема. А на сегодня, в общем-то, все. Я, как всегда, очень старался затянуть, но у меня не получилось, затянул всего на 37 минут. Ну, на самом деле, этот формат я определил самостоятельно, чтобы вас не утомлять. Надеюсь, сегодня я вас не утомил. Хотя на Манас, на прошлой руне, я старался вас утомить. Не знаю, получилось ли, но я старался. У нас завтра... видите, только сегодня говорил об Ансус. У нас завтра руна Ансус. И Блюм называет ее знаки, руна посланника, бог Локи. Замечательно. Я свяжу с большим удовольствием в памяти эту книгу, потому что я читаю ее вместе с вами и комментирую. Я ее однажды прочитал, а сейчас освежаю. Мне это очень интересно. До скорой встречи. Завтра в 18 я вас жду, как всегда, на прямом эфире. Мы будем читать руну Ансус. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте значки, какие вы хотите. Лучше вот такие, особенно если понравилось. Вот. Ставьте все уведомления. До скорой встречи. Всех вам благ. Всего доброго.